Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сейчас самое время, чтобы приготовить вкусные молодые кабачки. В этом видео я покажу новые и интересные рецепты. Сейчас уже никого не удивишь обычными кабачковыми оладьями. И поэтому я хочу предложить вам дополнить это блюдо сыром фета. Получится действительно новый и интересный вкус. Для начала делаем все как обычно. Натираем кабачок на крупной терке, добавляем немного соли, перемешиваем и оставляем на 5 минут, чтобы он пустил сок. Соль в данном случае помогает нам ускорить этот процесс, и сок выделяется сейчас, а не во время приготовления. И через 5 минут отжимаем кабачки от лишней жидкости. К кабачкам добавляем сыр фета. Можно предварительно в отдельной емкости размять его вилкой или сразу разломать его руками. Сюда же добавляем 2 яйца и 1 столовую ложку сметаны. Соль добавляем совсем немного, так как фета уже соленая. Добавляем буквально щепотку, чтобы не пересолить. Обязательно в тесто добавляем зелень. На мой взгляд, сюда лучше всего подходит укроп, но можно добавить еще немного зеленого лука. Ну и конечно же, какое блюдо из кабачка обходится без чеснока. Выдавливаем в тесто 2 зубчика. И теперь все хорошо перемешиваем. Осталось добавить немного пшеничной муки. Количество муки зависит от сочности кабачков, но ориентируйтесь примерно на 2-3 столовые ложки. Тесто готово, и теперь разогреваем сковородку с растительным маслом. Выкладываем порцию теста, это примерно 1 столовая ложка, и обжариваем оладьи с двух сторон, прикрывая крышкой, чтобы оладьи быстрее приготовились и кабачки не остались сырыми. Вроде приготовили обычные кабачковые оладьи, но если добавить фету, то получается намного вкуснее, и блюдо уже заиграет новыми красками. Подаем их, как всегда, со сметаной. Напишите в комментариях, с чем вы любите кушать кабачковые оладьи. Сейчас предлагаю приготовить вкусное и полезное блюдо на ужин, буквально за 20 минут. Приготовим мясо с овощами. Для начала мясо нужно нарезать тонкой соломкой. Кусочки должны быть совсем маленькими, чтобы мясо быстрее приготовилось. Разогреваем сковородку с растительным маслом и выкладываем нарезанное мясо. Сковородку разогреваем до температуры чуть выше средней. Добавляем 3 столовые ложки соевого соуса. Чтобы у блюда был более сбалансированный вкус, можно добавить 2 чайные ложки сахара или меда. Также добавляем треть чайной ложки красного острого перца и буквально щепотку черного молотого перца. Все перемешиваем и пускай мясо жарится примерно 7 минут. За это время мы успеем нарезать овощи. Нам понадобится 1 морковка, которую тоже нужно нарезать тонкой соломкой. Если вы любите репчатый лук, его тоже можно добавить. Когда мясо поджарится, достаем его из сковородки. Нам нужно ее освободить. Вместо мяса высыпаем морковь и обжариваем. Если вы будете добавлять репчатый лук, добавляйте его вместе с морковкой. Обжариваем морковку примерно 4-5 минут. Теперь такой же соломкой нарезаем сладкий перец. Добавляем к моркови и будем тушить еще пару минут. Ну и самый последний ингредиент – это кабачок.
Нам понадобится всего один небольшого размера. Точно так же нарезаем его соломкой и добавляем в самом конце, потому что он готовится гораздо быстрее, чем остальные овощи. При этом овощи у нас остаются чуть хрустящие, буквально совсем чуть-чуть. Они не должны полностью развалиться, сохранить свою форму, но при этом не слишком твердые. В этот момент добавляем мясо. После того, как добавили мясо, не забываем добавить немного соли. И теперь оставляем овощи тушиться буквально еще пару минут. Все готово. Можно подавать как самостоятельное блюдо мясо и овощи, а можно с каким-то гарниром. Вкуснее всего с рисом. Приготовим закуску из кабачков. Это рулетики с необычной начинкой из тунца и творожного сыра. Берем молодые кабачки и нарезаем их вдоль пластинками, толщиной примерно 6-8 см. Ставим сковородку на средний огонь, разогреваем ее вместе с растительным маслом. Выкладываем пластинки из кабачков и не забываем их посолить с двух сторон, совсем немного. Обжариваем под закрытой крышкой на среднем огне или чуть ниже среднего до румяного цвета. Пока жарятся кабачки, не теряем время и приготовим начинку. Берем одну банку консервированного тунца и разминаем вилкой. Добавляем 200 грамм творожного сыра и все хорошо перемешиваем. Небольшой пучок зелени я буду использовать укроп. Нужно мелко нарезать, а затем добавить к начинке. По вашему желанию можно добавить в такую начинку репчатый лук. Это если вы любите. Еще по желанию в начинку можно добавить помидор, но так как они очень сочные, семена лучше убрать, иначе начинка будет жидкой и потечет. И затем помидоры без семян нарезаем на маленькие кусочки и добавляем к начинке. Соль в начинку добавлять не нужно, так как и тунец, и творожный сыр имеют свою соль, но можно добавить немного черного перца для пикантности вкуса. Все хорошо перемешиваем и начинка готова. Кабачки обжарились и пластинки стали уже более мягкими и гибкими. С краю выкладываем 1 чайную ложку начинки, заворачиваем в рулет и готово! Вот такие красивые и маленькие рулетики получаются. По желанию сверху можно посыпать кунжутом. Закуска получается довольно сытная, но очень и очень вкусная. Сочетание ингредиентов начинки вместе с кабачком просто идеальное. Вот таких 3 простых рецептов из кабачков я собрала в одном видео. Сохраняй его, чтобы не потерять. Попробуйте приготовить каждое блюдо, я уверена, они понравятся вам и вашей семье. Делитесь своим мнением в комментариях. Мы все читаем и нам очень приятно, что вы пишете. Спасибо вам, что досмотрели видео до конца. Для нас это на самом деле очень важно. На нашем канале ты найдешь еще больше рецептов из кабачков и идей для ужина. Каждую неделю у нас выходит новое видео. Переходи и подписывайся.